Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Какой же будет ваша новая женщина? Подарит она счастье или вынесет мозг? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями и смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Сейчас проигрывается вот какое-то состояние неопределенности. Смотрите, у одних из вас может проигрываться, что вы еще колеблетесь, да, вот смотрите туда, в прошлое, вот еще как-то любовь, морковь не улеглась, еще есть какая-то надежда, но опять же не решаете сделать этот шаг назад к бывшей. У других же у вас стоит дилемма, да, вот возможно вам нравится какая-то женщина, но слишком уж хороша. Слишком хороша, возможно, вы боитесь к ней подойти, да, может быть, боитесь даже познакомиться. Вот этот момент, что не потяну, слишком там красивая для меня, да, вот эти все тараканы, которые вы любите накапливать у себя в голове, они никуда не деваются. Также может еще проигрываться, что у вас вот-вот наклевывается, возможно, даже с этой женщиной, вот любовный роман. Причем вы такой человек довольно страстный, вы довольно такой неплохой любовник, но опять же, чтобы вы были хорошим таким настоящим любовником, то вам нужно реально любить женщину. Но вот я так подозреваю, что в вашем окружении либо же вот есть уже такая, которая вам нравится, либо вот-вот появится, потому что здесь однозначно выпадает новая женщина. Даже если сейчас у кого из вас нет на примете, ну, смотрите, уже она как бы в пути, вот она уже как бы, знаете, вот Вселенная запустила эту колесницу, и эта женщина вот-вот появится в вашей жизни. Вы человек движения, вы человек активный, возможно, у кого-то связана работа с дорогой, с поездками, с командировками. Либо просто это может еще проигрываться, что машина у вас своя есть, вы довольно сильно любите даже вот за рулем ездить. Вот это состояние, когда отключаешься от всего, да, под музыку просто едешь, смотришь на бесконечную дорогу, да, и кайфуешь. Вы в своей жизни пережили довольно неприятный момент. Причем этот момент был у вас по судьбе. Так, связан, конечно же, с женщиной. Женщиной страстной, женщиной любящей именно вот плотские утехи. Эта женщина окунула вас во множество страхов, даже, возможно, комплексов. Вот именно после расставания, после вашей причиненной такой вот боли, которую вам причинили, появились некие страхи и комплексы. Опять же, я уже говорила об этом моменте, что довольно часто, вот когда люди расходятся, да, вот женщина бывает, ну, чтобы ударить побольнее, да, вот она может какую-то гадость, колкость сказать именно вот ниже пояса касательно. И ты такой, ты сякой, да, и размер не тот, и ты вообще никакущий, и так далее. И потом у мужчины спустя, может быть, даже долгое время, либо же до конца жизни могут проигрываться реально серьезные проблемы и в интимной жизни, и приобретенная импотенция может быть именно из-за вот этой вот фразы «назло сказано». Именно вот я подчеркиваю «назло сказано». Поэтому здесь есть много страха, много комплексов. Смотрите, это и страх одиночества, это и страх снова обжечься, это и страх, что появится женщина и вас предадут. Поэтому смотрите, вот вы будете входить в отношения, но входить в отношения с этим багажом, да, вот с багажом именно вот этих недоверий, страхов, да, вот довольно часто это в раскладе выпадает. Я понимаю, что меня смотрит определенная категория мужчин, но тем не менее, да, вот, ну что значит, что одни и те же люди, вот в основном, ну, как судьба у вас похожа, да? Поэтому у нас так часто и выпадает, в принципе, схожие моменты. То расставание, которое у вас было, это было судьбоносное расставание, да, вот именно прошел период вашего
ну, как бы период конца ваших отношений. Вот вы какой-то период, вам было отведено вот свыше по судьбе, да, и теперь вы разошлись. Причем разошлись именно болезненно для вас. Для вашей бывшей я не скажу, что это было безумно болезненно, скорее наоборот. Она себя очень бодро, очень уверенно чувствовала на тот момент, когда вы расставались. Так, далее смотрим. Что же будет у вас дальше? Что же эта новая женщина появится в вашей жизни? Да, вот у вас определенно, вот у вас сразу падает страх, страх разрушения, предательства. Вот накануне новой любви вы все равно будете вот входить, да, в эту новую любовь, страх манипуляций, страх того, что эта женщина вот повторит все то же, что делала вам бывшая. Вот как бы вы, ну, не пытались, да, может быть, отнекиваться, да, рассказывать, что да нет у меня никаких страхов, но здесь очень четко видно, ребят. Вот если глубоко копнуть в вашу душу, да, вот мы сейчас такой вот волдырь вскрываем, так сказать, то, ну, есть страхи. Очень много, очень много. Вы боитесь манипуляции, вы боитесь, что вот новая женщина поначалу будет такая белая, пушистая, хорошая, а потом начнет снова манипулировать, обманывать, предавать и снова вам разобьет сердце. Очень четко это видно, что такой страх есть. Но в то же время в вашу жизнь придет новая любовь. Это будет любовь, которая тоже вам предназначена по судьбе. Что же это будет за женщина? Что она вам подарит? Счастье или же вынос мозга вам подарит? Что? Смотрим. Так, ну, конечно же, она подарит вам любовь, смотрите. Это женщина, с которой вот вы почувствуете себя именно вот нужным, любимым и счастливым. Да, у вас на тот момент, даже вот когда вы познакомитесь, возможно, будет даже финансовые какие-то проблемы. Это либо же там, я не знаю, может быть, вы растратите просто деньги, какую-то покупку купите, очень такую дорогостоящую, вложите куда-то деньги. Либо же это может проигрываться, да, что урезание зарплаты, там какие-то сокращения, да, увольнения, но может такой момент быть. И даже несмотря на это, вот ей будет все равно, да, сколько у вас денег, сколько у вас чего. Вот эта женщина именно такая, вот знаете, она насколько честная, что, ну, даже как-то странно, да, для многих из вас будет, что и как эта женщина честная, женщина некорыстная, да. Но тем не менее, я вас удивлю, бывают и такие. С ней вот вы почувствуете вот какую-то родную душу, что ли. Вот у вас будет такое взаимное притяжение, да. То, что у нас в начале роман выпал, да, это одно. Но вот чуть позже придет в вашу жизнь вот другая совершенно женщина, с которой вот реально можно быть счастливым, можно чувствовать себя счастливым, потому что когда встречаешь родную душу, это уже совершенно не те ощущения, когда ты просто с кем-то там зароманил, да. Это будет уже и более стабильные отношения. Причем с ней вот вы реально пройдете довольно такие непростые периоды в своей жизни. Это будет однозначная взаимная любовь. Это будет, вот знаете, тот период, когда, возможно, вот реально у вас будет кризис какой-то на момент знакомства, и постепенно вот вы вдвоем пройдете уже к улучшению вашего финансового положения. То есть она не будет клевать на ваши деньги, машины, квартиры абсолютно. Ну, нету денег, хорошо, подождем, да, вот заработаешь, все нормально будет, да, вот она подставит свое плечо, она с пониманием отнесется. Вот знаете, такого характера женщины, они даже если нужно, они еще и сами помогут деньгами. Да, это, возможно, звучит из области фантастики, но тем не менее такие женщины есть. Вот когда она по-настоящему любит, ну почему не помочь мужу, да, вот ну, что она не может там на кусок хлеба дать, да, грубо говоря, деньги, она не может еще на что-то дать. Конечно же, если это одно целое, если вы пара, если вы вместе, если вы семья, тем более, да, то, конечно же, она поможет и подскажет, и утешит, и, ну, то есть, это здесь, знаете, вот идет от этого расклада абсолютно такая энергетика, вот комфорта, уюта, вот какая-то такая энергетика, которая вот давно не была от расклада.
Здесь, знаете, вот все в унисон. Все в унисон абсолютно, вот когда вместе реально и в быту, и в радости, и в горе. Здесь такая вот взаимная поддержка. Вот именно с этой женщиной у вас будет все с приставкой «взаимно». Это и взаимоуважение, и взаимопомощь, взаимоподдержка и так далее. К таким отношениям стремятся очень многие в жизни, но, к сожалению, немногие получают этого. Причем, знаете, вот эта женщина будет горой стоять, вот даже если кто-то пойдет против вас, вот какие-то обидчики даже появятся, да, как бы это смешно ни казалось, да, вот женщина будет защищать мужчину. Я немного утрирую, да, пытаюсь просто вам дать понять. Ну, то есть, вот ваш враг будет ее врагом, да. Вот если кто-то что-то, я не знаю, даже скажет нелицеприятное вам, все, она не будет общаться с таким человеком, потому что обидели, оскорбили вас, ее любимого мужчину. Вот в таком плане, да, вот она будет стоять на вашей защите против всего мира. У меня прям мурашки побежали, настолько, вот знаете, это такое качество, которое, ну, реально очень редко встречается в женщинах. Обычно у нас как женщины, вот пусть он меня защищает, должен он, все он, да, а здесь вот она будет с вами во всех ситуациях, вот как бы даже там проблемы, тяжело, заболел или еще что-то, да, она будет всегда помогать, защищать, надежная поддержка и опора, это 100%, да. Здесь вот именно любовь, гармония и настолько вот какое-то ощущение реально легкости, какого-то вот, ну, счастья, что ли, да, хоть и говорят, что счастье это такое довольно мимолетное, да, чувство, но здесь вот именно какая-то энергетика счастья и легкости идет даже от расклада. Причем вы еще, знаете, вот у меня такое ощущение, что вы такой человек, который периодически любит, ну, особенно когда проблемы, да, то ли уединиться, да, вот вы можете замыкаться в себе. Ну, в принципе, это нормально, да, потому что когда у мужчины какие-то неприятности, проблемы, то мужчины могут отстраняться от женщин. Это нормально, это ваша психология такая. Это женщины, нам бла-бла-бла, нам нужно поболтать, да, с подружками, там, поделиться, и все, и нам легче. Мужчина все терпит в себе, мужчине нужно обдумать, все обмозговать, и, конечно же, вы закрываетесь от женщин. Поэтому есть такое у вас качество, она даже к этому отнесется вот с пониманием. Другая будет, знаете, вот бегать, вот, может, он другую нашел, вот я ему не нужна, он меня разлюбил, вот в таком плане. Это же поймет женщина, это будет настолько вот как-то с пониманием, что ли, относиться вот ко всему абсолютно. Я не пытаюсь какую-то идиллию, да, рассказать. В каждой паре всегда, конечно же, есть какие-то моменты, ну пусть мелких терок, как я их называю, да, какие-то споры по мелочам, да, без этого. Я просто это даже не акцентирую на этом внимание как-то, но это само собой разумеющееся. Идеальных отношений вообще априори не бывает в жизни. Если кто-то рассказывает, что бывают такие отношения, но это вранье чистой воды. Просто люди умные и не ссорятся при других, при детях там и так далее. Поэтому кто сейчас опустил руки, кто не верит, что ваша жизнь улучшится, да, может быть, вы уже поставили крест на своей личной жизни. Особенно это касается тех, кто из вас вот более старшего возраста, да. Знаете, вот даже, грубо говоря, вот говорят, Бобик сдох, да, все, Бобик сдох, уже 5:30, кому я нужен, да. Но, тем не менее, знаете, когда в жизнь приходит любовь, и если это будет женщина, ну, хотя бы приблизительно вашего возраста, да, то, в принципе, есть и женщины, которые отнесутся даже к этому с пониманием. Если, знаете, конечно, бывают, ну, мягко говоря, женщины, которые не очень дружат с мозгами, да, они могут всякие гадости говорить по этому поводу, есть разные истории, но есть женщины, которые уже, ну, тем более, если она в возрасте, там, допустим, 50 плюс, 60 плюс, то они реально говорят, что для меня главное, чтобы вот хозяин в доме был, да,
уже вот эти все интимные утехи, говорят, это уже все, это в молодости, а сейчас мне главное, чтобы надежное плечо было. Ну, то есть я вам могу очень уверенно сказать, да, много историй таких есть, когда, ну, реально женщина готова, особенно уже постарше, конечно, возраст, они готовы жить даже вот без интима. Главное, чтобы мужчина был хозяин дома, надежное плечо, поддержка, опора и так далее. Поэтому у кого уже все, да, поэтому в этой части, так скажем, да, я пытаюсь так деликатно уже говорить, тоже я вам не советую опускать руки. Но женщины есть разные, очень разные. Поэтому я верю, что встретится в вашей жизни все равно женщина, которая подарит вам ту радость и счастье, даже если это будет без интима, да. Ну, всякое бывает в жизни. Поэтому выше нос, все будет хорошо и настрой на позитив, чего я вам всем желаю. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!